Народ, привет! Прикидывайте, у нас случилось с завтрашнего дня отменяется запрет на покупку долларов в Аргентине. Ну все, это тема для обсуждения, так что обязательно напишите, что вы по этому вопросу думаете. А я вам сейчас расскажу, в чем тут подвох. Подвох в том, что запрет у нас был на покупку долларов, у нас было куча всяких доллар блю, доллар тархета, там курсов долларов разных, около уже 7 лет существует. Но то есть его периодически снимали, снова ставили, снимали, ставили. И тут такие выступают, говорят, ну все, у нас лучший экономист мира правит нашей экономикой. Он довел теперь Аргентину до того, что будет снять запрет на покупку долларов, к нам попрут инвестиции, люди смогут покупать доллары. Но это то, что с телевизора говорят. Теперь проанализируем всю эту фиговину. Значит, на данный момент сегодня, пока я еще снимаю видео, наверное, выйдет завтра, так что уже это случится в понедельник. Сегодня государственный доллар где-то около 1000 песо за доллар пляшет. А не государственный блу, который можно купить реально в обменниках, это где-то 1300. С завтрашнего дня сказали, доллар будет один единственный, государственный, вы можете его покупать и все такое. И он будет от 1000 до 1400, то есть он будет плавать сам себе. Но что-то никто из аргентинцев не поверил, что он останется 1000, и все начали поднимать цены. И я думаю, завтра его объявят в 1400, и это получится просто завуалированное поднятие цен в Аргентине. То есть люди снова обнищают из-за поднятия цен процентов на 30-35. Хотя, с одной стороны, это преподают как классную новость. Смотрите, доллар, теперь снимаем запрет на покупку доллара. Но зато государственный курс сразу в один день поднимется из 1000, который он сегодня, до 1400, которые нам обещали. И, соответственно, все поднимут свои цены, и ваш карман обнищает еще на 30%. То есть не ваш, а наш. Так что напишите, вы как считаете, это такая классная весть или это такая завуалированная опять делювасьон? Ну, то есть поднятие цен, правильно, даже смешно сказать. Это раз. Второе. Обсудим, почему же у нас такой классный экономист, министр экономики, которого, кстати, наш президент до своих выборов обзывал, что это самый ворюга, который, как говорят, ограбил банки страны и привел Аргентину в упадок. Теперь называют его лучшим экономистом мира, который довел Аргентину до снятия запрета на покупку доллара. А ничего тут такого умного нет. Дело в том, что это заставило сделать фонд ФМИ. Международный валютный фонд, который снова они там просили, чтобы им в долг деньги дали для Аргентины, а те не давали, сказали до тех пор, пока не снимете запрет на покупку доллара и не сделаете его свободным, чтобы он плавал, ничего не получите. Пришли до ручки, больше денег нет, надо выпросить, вот и открыли. А не потому, что тут, вау, мы такие экономически доросли до такого шага. Вот вторая, как говорят, это интересный моментик, да, то есть если бы валютный фонд не угрожал этим и по-другому они могли бы получить деньги, никто бы не снимал этот запрет на покупку доллара. Третий шаг, который подводный, это значит, обнищание — это первый шаг. Второй, что тут великие умы достигли такого состояния, это тоже брехня, честно говоря. И третий шаг, то есть доллары можно покупать, но только знаете как? И в вашем банке, то есть если у тебя есть долларовый счет в банке, у тебя есть песовый счет в банке, ты там просто обмениваешь в своем банке. Но если ты, к примеру, там идешь, и у тебя в кармане есть денежки, и ты думаешь, зайду в банк, а я доллары куплю. Так вот нет, фигушки тебе, за наличку ты можешь купить там $100 в месяц. То есть, с одной стороны, оно как бы так свободно теперь будет покупаться доллар, но с другой стороны, в пределах твоего банка. То есть, это как, знаете, вы сидите в тюрьме, вам объявляют, с завтрашнего дня вы все свободны, вы можете ходить в этой тюрьме с камеры в камеру, то все, но только выходить за тюрьму нельзя. То есть тут снова так и хочется сказать, подколка на то, что вы все должны легально завести все свои бабки в банк, если вы хотите купить какие-то доллары. А в банке, если вы не подтвердите, откуда бабки, то вас их арестуют, как тут один рассказывал недавно, который завел туда деньги, а потом, все кричал, почему у нас счет закрыли, почему нам деньги не отдают, почему. Да потому что, если ты нелегально имеешь деньги, или ты турист, ты ни хрена нигде не купишь. Или ты нелегально работаешь, и ты хочешь купить доллары, ты их тоже нифига не купишь. Так что вроде вот оно есть, а вроде вот его нету. Теперь мне это напоминает, знаете как?
называется «Третий раз на одни и те же грабли». Первый раз у нас был президентом Деларуа. Был такой президент у нас, который выступал с трибуны и кричал: мы сейчас возьмем в долг деньги от Международного валютного фонда. И что вы думаете, мы сейчас как заживем, как Аргентина вся вскочит и поднимется. Почему? Да потому что это у нас, говорит, подушка безопасности для нашей экономики. В общем, вот Деларуа у нас с трибуны вот это кричал. Как вы думаете, куда делся Деларуа? Он не досидел свой срок и улетел на вертолете. Друнь, Деларуа, чао. Вот. Как вы думаете, кто второй кричал о том, что мы как попросим у валютного фонда, он нам как дал, мы как сделали уже историческое, как бы это самое de acuerdo, то есть исторические, ну, в общем, знаменательную контракт подписали с валютным фондом, он дал, это теперь будет подушка безопасности для Аргентины, инвесторы попрут в Аргентину. Отгадали? Да. Угу. Макри. 5 лет назад, или сколько там он был, наверное, уже лет 8 назад. Это был второй у нас с подушкой безопасности от валютного фонда. Как вы думаете, где Макри? Макри дожил до своего, как говорят, первый период. Но на второй пролетел, как фанера над Парижей. Где Макри? Чао, Макри. Улетел. Нету Макри у президента. На втором сроке не зашел. Как вы думаете, блин, сейчас Милей выступает и орет: да это подушка безопасности, да инвесторы сейчас попрут. Мы сделали этот самый, типа, ну, снова контракт с ФМИ, он нам снова дает бабло, мы отпускаем то, мы отпускаем это. Ну все, это новый этап жизни в Аргентине, как он нам вчера утирал. Вот. Как вы думаете, не получится ли, что это третий раз наступаем на одни и те же грабли? Чё-то у меня закрадывается дурная мыслишка на эту тему. Как бы тут не получилось, по примеру Деларуи, Макри, как бы не получилась у нас такая же экономика с такими же результатами. Так что все, народ, наблюдаем. Есть зачем наблюдать. У нас и даже без поднятия доллара всегда цены растут. Бензин позапрошлую неделю был 1450 или 1430 за литр, тот, что я заправляюсь. Вчера заехал, бо думаю, это в понедельник подымут. Заехал вчера заправляться, 1500 с лишним за литр уже. Думаю, блин, так еще же даже не подымали, еще только сказали, что доллар отпустят. А завтра еще доллар отпустят. Завтра мы увидим, сколько же он будет реально стоить. И вот после этого мы увидим теперь реальную цену, как аргентинцы, магазины я имею в виду, кто продает, кто делает сервис, газ, свет, все остальное, отреагирует на вот этот доллар. По-моему, тут бери попкорн, смотри за Аргентиной, называется. Так что, народ, пишите свое мнение, как вы считаете. Классно мы идем, это все, инвесторы к нам попрут, экономика откроется, все теперь заживут. Ну, лафа кончилась, конечно, для тех, кто раньше говорит, ну, я приеду с долларами на меня, и там по такому-то курсу, и типа заживу, потому что весь остальной курс государственный, он маленький. Теперь же он будет один, какой другой. Хотя в глубине души своей неэкономического сознания, я что-то подозреваю, что никуда не денется левый курс доллара. Что никуда не денутся обменные пункты. Хотя бы по одной простой причине, что не все люди захотят переть свои, чтобы купить доллары, захотят переть свои деньги в банк. Это уже тоже ограничение. Плюс появляется очень много таких моментов, где уже народ говорит, а не получится ли у нас корралито? Знаете, что такое корралито? Это когда при Кишиневихе объявили, что типа люди, кто положил деньги в банк, и типа вы положили $1, вы заберете когда-то $1, и все такое, типа верьте нам, а потом бах, в один день объявляют, доллары снять нельзя со своих счетов. И банки заварились железными забралами, народ туда пытался их там палить, разбивать, суд заставлял вернуть даже $1, взятый из банка, назад в банк, то есть
загребли все в банки, а потом банки закрылись и сказали, бабла нет, вашего бабла нет, ваше бабло кончилось, оно нужно банку. Это было при этом. Потом начали рассказывать, что через определенные годы сказали, ну теперь вы можете их забрать, но уже там 1 к 4, 1 к 8, 1 к 16, хотя выложили 1 к 1. И народ же переживал уже эти времена. И вот сидит и думает, некоторые, я смотрю по комментариям аргентинским, говорят, а не готовят ли нас снова к этой же ситуации? То есть сейчас мы объявим, все окей, можно покупать сколько хотите, но только в банке. И только с банка в банке. И только если ваши деньги в банке. А вот если ваши деньги в вашем кармане вы хотите купить, то только $100 в месяц. Еще меньше, чем было при Корралито. При нем 200 хотя бы давалось в месяц. Ну, при запрете. А потом, мне кажется ли, что скажут, а теперь ваши бабки нужны банкам. А вы, ребята, идите это. Дальше слушайте лапшу на уши. Так что история, конечно, забавная. Я отношусь к этой истории, как бы избежать нельзя. Все равно придется как бы пережить это все дело. С одной стороны, вроде да, класс, все страны пользуются, ну, как бы этими самыми, одним курсом доллара, все же как-то живут, все это круто. Но это же одни страны, это же не Аргентина, а вот Аргентина это другая страна, это другой мир. Может, в других цивилизованных странах там и ваши бабки не отбирают. Но это не в Аргентине, не про Аргентину будет сказано. Так что, ребятки, называется фильм «Посмотреть». Берем попкорн, с понедельника наблюдаем за новостями Аргентины. И обязательно напишите, что вы на эту тему думаете. Может, я, конечно, ошибаюсь. Я еще раз скажу, я не экономист, я простой, обычный житель Аргентины, который на своей шкуре, я думаю, с завтрашнего дня почувствует еще подорожание как минимум на 30%. Так что веселимся, пьем какао, жуем попкорн. Всем пока, не забывайте подписаться.